Вот черт, Левиафан наносит встречный удар. Нам повезло, что мы вовремя восстановили Федора. Сразу после пополнения боекомплекта отправляйся навстречу врагу и покажи ему нашу гостеприимность. Ну и где же эта вражина? Я готов встретить его как следует. Странно, Левиафан сказал, что сопротивления не будет, но битвы это всегда весело. А это еще что за кастрюля красного борща? Другой краски не было, что ли? Это броня, которой не существует аналогов. И у тебя, болван, шансы нулевые. Я тебя уничтожу. А борщик-то оказался вкусненький, с капустой. Твои шуточки не к месту. Ты меня не пробиваешь. Ты слишком слаб. А это мы еще посмотрим. Ну что, теперь не такой смелый? Даю тебе минуту подумать. После сотру тебя в порошок. Что это у тебя за боеголовка? Я такую уже встречал. И во второй раз не поведусь на этот блеф. Я уверен, что это пустышка. Необдуманный поступок, демон. Теперь ты исчезнешь навсегда из мира танков. Ну и ну, пустышка, как я и говорил. Похоже, этот борщик больше никогда не поедет. Допрыгался выскочка. Что там происходит, брат? Стены нашего завода в опасности. Неизвестный гигант начал штурм. И я не уверен, смогут ли наши парни его обезвредить. Пока гарнизон выигрывает для нас время, мы не должны терять ни минуты. Необходимо скорее поставить в строй Химаса Старшего. Но я не сторонник одной огромной пушки. Мне бы побольше пушек, да поменьше размером. Учтем все твои пожелания. Прямо сейчас приступаем к производству. Как же там громко! Похоже, враг вот-вот вломится внутрь завода. Ускоряйтесь, я вас умоляю. Мы успеем, доверься инженерам. А я сразу подметил, что разработка не немецкая. Чувствуется, что руку приложил профессор МС-1. Механизм надежный, как швейцарские часы, и уже хорошенько обкатан в боях. Мы готовы начинать установку модуля. Пополняем боекомплект и можешь выдвигаться в бой. Ну и как обстоят дела? КВ-44 выжил на связь? Никак нет, товарищ профессор. Связь оборвалась в момент последней битвы.
Я даже отправлял взвод на его поиски, но все безрезультатно. Нету ни врага, ни КВ. Либо он загнал врага прямиком в ад, либо он стал их трофеем. Необходимо запросить помощь в МС-1. Враг скоро вернется. Профессор, ваш брат Т-26 дал запрос на помощь. В последней битве он потерял последнего гиганта. Мы сами в патовой ситуации. Я не уверен, что вернутся все наши гиганты. Как насчет Капута? Капут, ты готов отправиться на Дальний Восток? Я готов. Думаю, Т-26 найдет время на мой ремонт, а вы займитесь царь-бомбами. Я прошел долгий путь, и мне нужен ремонт. Ремонтом тут не обойтись. Двигайся внутрь завода, не будем терять время. Нам придется тебя отключить и полностью демонтировать твою броню. Она уже никуда не годится. Валяйте, я полностью ваш. Ух ты, наконец-то я снова в строю. Выход нам не найти, мы потерялись, и все погибнем. Не стоит падать духом, мы еще держимся и еще всех перебьем. Упаси нас, Господь, встретить на своем пути Левиафана. С новой броней он, скорее всего, стал неуязвимым. Что это у тебя за шайтан-труба безумных размеров? Она вообще стрелять может? Похоже, ты мало каши съел. Какие-то у тебя маленькие пушки, демон. Чтобы тебя уничтожить, моих орудий хватит. Я наконец-то смог выйти на связь с заводом по радиостанции. Нас попробуют вытащить. Ну, и далеко вы собрались, ватники? Я никуда вас не отпущу. Спасайтесь, а я его задержу. Моя адамантиевая броня непробиваема. У тебя 0 шансов. Профессор, мы рады, что вы живы. Нужно скорее приступать к ремонту Ратте. По нам вскоре будет нанесен удар, а все наши гиганты остались в аду. Ратте, придется немного повоевать в армии США. Ты пробивайся в лоб, а я его обойду с тылу. Не дай им себя обойти, скорее уничтожай одного, чтобы встретить второго. Даю первый пристрелочный выстрел. Мимо, даже не близко. Теперь мой черед. Второй будет прямиком в цель.
что, братишка, как твои успехи? Помощь нужна? Не стоило меня злить. Поджарим его, братик! Огонь! Скорее обходи его, он слишком больно бьет. Я уже в его корме, асталависта, бэйби. Не стреляйте, я сдаюсь и сильно хочу жить. Маршал Т-28, наши союзники кое-кого пленили, вы должны это видеть. Отец, прости меня. Докладывайте, инженеры, как обстоят дела? Как можете видеть, заказ на производство 3 царь-бомб выполнен, и они готовы к боевому применению. Самое время отремонтировать Федора и снарядить его боеголовкой. Все дыры залатали, пора установить царь-бомбу. Отлично! Можешь выдвигаться на огневую позицию, Федор. Враг не дремлет. Товарищ профессор, мы нашли на поле битвы еще одного нашего. Что прикажете с ним делать? О мой бог, это же Иосиф. Я думал, демоны давно его переплавили. Оставьте его здесь, я постараюсь вернуть его в строй. Вижу, орудие большего калибра для Иосифа уже практически готово. Хороший темп, парни. Продолжайте в том же духе. Осталось лишь залатать все дыры, и Иосиф снова будет громить наших врагов. Наконец-то все готово к установке. Не будем терять время. Приступим. Вот же черт! Сколько времени я был в отключке! Есть приказ от Левиафана. Мы должны снарядить тебя топливом и боеприпасами. После ты отправишься на важную миссию в тылу врага. Что еще за миссия? В наших землях настоящая бойня, и я должен вас бросить в самый разгар битвы. По нашим данным, их завод без защиты. Там осталась горстка несчастных гигантов. Ты уничтожишь их как тараканов и разрушишь завод. Так. Похоже, эти болваны приняли меня за своего. Это хорошая возможность скоротить дистанцию и нанести первый сокрушительный удар. Парни, вы только посмотрите, Дориан вернулся. Как-то странно все это. Мы потеряли Дориана в одной из недавних битв. Это может быть волк в овечьей шкуре. Орудие к бою, солдаты. Братишки, это же я, Дориан. Вы что, меня не узнали? Стой на месте, иначе мы вынуждены будем применить силу. У нас есть сомнения, что ты настоящий союзник.
Хитрые ватники меня раскусили. Ну тогда я накормлю вас сталью. Отступайте, братья! Этот монстр нам не по зубам. Я немного его задержу. С тонущего корабля тебе все равно не сбежать, крыса. Мы что, просто будем сидеть сложа руки, профессор Брэдли, пока наши монстры ржавеют в адских землях? Основная проблема — это найти способ попасть в адские земли незаметно. Нужно осмотреть округу. Старые демонические порталы могут быть открыты. Я отправлю разведчиков на поиски прямо сейчас. Это единственный из тех, что нам удалось разыскать. Ты уверен, что это не ловушка? Ну вот сейчас мы это и проверим. Отлично! Это одно из мест хранения трофеев или того, что от них осталось. А вот то, что нам и нужно. Остатки КВ. Ух ты, это же КВ-44. Тащи его прямиком на завод. Вернем его в строй. Хочу самую малость прокачать КВ, чтобы он мог наносить больше урона. Займитесь ремонтом, а я займусь чертежами. Осталось лишь установить новые башни, и американский КВ-44 начнет службу. Сын, как ты мог меня предать и пойти войной против своих братьев? Мне никогда не хватало твоего внимания, отец. А Левиафан смог мне это дать. По крайней мере, я так думал. А по итогу он попросту меня использовал. Я не хочу слышать оправданий. У тебя будет второй шанс, и в этот раз ты меня не подведешь. Твой инженерный талант должен быть на стороне добра. Будьте с ним поаккуратней, пожалуйста. Это моя лучшая разработка. Нам пришлось нелегко в битве с твоим монстром Т-28. Он настоящий крепыш. Если его доработать, он станет настоящей проблемой для врага. Первым делом займись им. Ваш отзыв важен для меня. В будущем вы сможете на него положиться в любой битве. Как твои успехи в ремонте и по прокачке? Я могу тебе как-то помочь? Чертежи я уже разработал. Мне нужны ваши станки и сталь. Завод и склад в твоем распоряжении. Приступим к сборке реактивного КВ. Я сотру тебя в порошок, ватник!
какой стали он сделан? Я не могу его пробить. Нужно разорвать дистанцию. Ха-ха-ха! Тебе не помог твой крупный калибр? Эта броня зачарована адамантием. Можешь не стараться меня пробить. Уничтожить, может, и не смогу, но повредить этого демона я обязан. Вот же черт, он сломал мне ходовую. Пельмень пал храбро, а я отомщу за него. Ты ответишь сполна, берсерк. Американец? А ты тут откуда? Сколько же вас здесь? Целая армия, и мы зачистим этот курятник. Скорее всего, эта демоническая броня мне не по зубам. Нужно разорвать дистанцию. Бежать некуда. Ты мой ватник. Парни, прием, прием! Все, кто остался в живых, бегите! Повторяю, бегите! Левиафан неуязвим обычному огню. Наконец-то подмога прибыла. Ёж доложил, что в нашу сторону мчит враг. Нужно подготовить позиции и встретить его как следует. Надеюсь, мне повезет удрать с поля битвы и спасти свою жизнь. Беги, Форест, беги! Злой Дориан тебя сожрет! Дистанция слишком велика, ему меня не достать. Нужно предупредить остальных об надвигающейся угрозе. Ему все-таки удалось уйти, но я все равно рано или поздно его настигну. Моя основная цель был и есть завод. Вижу, профессор отправил подмогу. Отлично, мне на хвост сел демонический Дориан. Мы не дадим врагу пробиться к нашему заводу. Не буду ломиться в лоб, сломя голову. Найду другой путь к заводу. Мне кажется, он нас одурачил и обошел по флангу. Нужно выдвигаться по его следу. Ну и ну, быстро же они меня выследили. Первый раз я тебя пощадил, Ёж, но второй раз у тебя такого шанса не будет. Поджарим его. Погоди, не трать боезапас. Я применю бомбу. Вам все же удалось разыскать легендарного М270. Вы красавцы, парни. Моя задача выполнена, как я вижу. Это заняло немало времени, но мы все же смогли его разыскать. Быстрого ремонта здесь будет недостаточно. Повреждения слишком критичны. Оставьте его здесь на некоторое время. Мне нужно заняться чертежами.
Мой чертеж готов, и я готов представить его вам, мой коллектив. Это новый вид ракет с крыльями. Я немного позаимствовал у британских коллег, но в целом разработка моя. Назвал я секретную разработку «Проект Шторм». Будьте осторожны, эта ракета очень ценна и взрывоопасна. Не дай бог ей сдетонировать, и завод придется собирать по кирпичикам. Сейчас самое время приступать к ремонту. Ракета «Шторм» уже практически готова. Проект на финальном этапе. Уже совсем скоро враг ощутит нашу силу и мощь. Ямамото, воин мой, нужно бежать. Мы не обязаны погибнуть за идеи Левиафана. Но мы же союзники. Как мы можем предать владыку? Но ты же видишь, что здесь все кончено. Эти земли будут захвачены советами уже очень скоро. Нужно спасать свои шкуры. Товарищи, спасайтесь кто может. Можно поднимать. Еще есть место для парочки снарядов. Профессор, наш гарнизон под огнем. Враг берет штурмом японский завод. Ну что, КВ, готов выполнять первую задачу? Так точно. Удивительно, они не своровали ни единого кирпичика с моего завода. Это нам на руку. Демонтируем с тебя адскую оболочку, и Япония откроет второй фронт. Моя команда готова, и мы приступаем к восстановлению Ямамото. Верните в строй моего гиганта. Начинайте сбоку. Поздно запрашивать подмогу. Адские земли станут вашей могилой. База, ответьте! Нас пора вытаскивать отсюда! Рагер, ты меня слышишь? Прием! Мы разбиты! Повторяю, мы разбиты! Угораздило же нас попасть в такую западню! Моя броня неуязвима, твои шансы равны нулю. Я безоружен и обездвижен, не думал, что мой конец будет таким. Профессор МС-1, дела плохи, наша миссия в аду провалена, и парни запросили эвакуацию. Тогда займемся этим и вытащим парней из-под удара. Ух ты, еще один, становится все интересней. КВ, как ты, еще жив? Я
Я запросил эвакуацию. Нужно еще немного продержаться. Тяжелый у тебя удар, но как тебе мой? Получи, адская гадина! Ну куда же вы, мои гости дорогие? Мы же еще не закончили. Ушли, крысы. Время подсчитать потери и собрать оставшиеся силы. Дориан, а ты тут откуда? И где остальные? Длинная история, но мы вытащили профессора Т1 и пленного Ратте. Остальные пали смертью храбрых, но без Дориана мы бы и того не продержались. Нам все испоганила броня Левиафана, ни один из калибров ее не взял. Адамантий? Плохи наши дела. За последнее время от Левиафана отвернулись все союзники, но он не стал менее опасен. Миссия в адских землях была провалена, и мы потеряли многих гигантов за эти пару недель затишья. МС-1 запрашивает поддержку, завод в такой опасности, как никогда ранее. Нужно собрать бронегруппу, которая отправится со мной. Я снова в строю. Бронегруппа по приказу собрана в ее составе. Химарс-старший. КВ-88 реактивный. Тиран и, наконец, Фиджерон. Тогда пора выдвигаться, нас ждет нелегкий путь. Это один из немногих монстров, который останется в гарнизоне этого завода. И от его мощи зависит наша безопасность, так что приложите все свои знания в его улучшение. Тогда приступим. Дополнительные 40 сантиметров стальной брони и увеличение калибров основных орудий должны увеличить его мощь. Нет, нет и еще раз нет. Я сказал, что поеду на задание вместе с КВ, значит я поеду. Я не буду торчать на заводе без дела, как истукан, пока КВ будет сражаться. Но КВ сам справится, а ты тем временем обеспечишь мою безопасность. Какие же вы скучные американцы. Профессор прав, Ратте, это задача для меня одного, я справлюсь, а ты тем временем выпей дизеля. Снарядов нужно много, с таким количеством пусек БК надолго не хватит. Мне уже охота повоевать, когда будет первая миссия? Враг сам придет за нами, будь то СССР или США, и мы должны быть готовы защитить себя. Захватчики, выходите на честный бой. Я знаю, что вы внутри. От меня не спрятаться.
Проути этого болвана как следует, Ямамото. Гигант? Да как они успели? Получи, захватчик. А ты смешной. Так много маленьких пусок я еще не видел. Ну, значит, зарубимся по-настоящему. Для настоящей загубы у меня есть пусечка калибром побольше. У них что, ядерная бомба? Да это же настоящее читерство. Теперь советы непобедимы. Вражеская вылазка провалена, и самое время нанести контрудар. Помоги демоническому Дориону прорваться к вражескому заводу. Фёдор, только посмотри на это. Нам зашли в тыл демоны. Вижу приоритетную цель. Огромная боеголовка. Вступаю в бой. Фёдор, ты как, Фёдор? Вот это да, я остался один против двоих. Мои дела плохи. Ничего себе, вот это да, настоящий камикадзе. Как говорится, дай бабуину гранату, и он сам себя уничтожит. Теперь начнем битву без читов. Я просто так не сдамся. Получайте, гады. Ух ты! Битва началась настоящим фейерверком. Ты своего большого дружка уже не такой крутой. Это было очень просто. Допустить такой просчет в чертежах было недопустимо. Меня не испугать большим калибром, япошка. Сказывай это после моего залпа. Приготовься ловить болванку. Это мощно, но я не из робкого десятка. Получи. Ну все, спокойной ночи, пора баиньки. Хаос и трофей пойдет на переплавку. У меня хорошая новость. Я затрофеил американского монстра. И у нас теперь безграничное количество стали. Стали, говоришь? А у меня есть идея куда лучше. Нам стоит усилить армию и приготовиться к рейду на завод США. Он станет нашим новым гигантом. Японский КВ — это будет настоящая сила. Начинаем сбоку.
И каков же твой план, Рагер? Как мы сможем выстоять против неуязвимого Левиафана? Все наши фронты трещат по швам, времени мало. Мы усилим нашего самого мощного гиганта алмазами, но для начала их нужно добыть в нужном количестве. Так что поторопитесь. Мне понадобится целое полчище инженеров для ремонта и демонизации этих монстров. Время начинать возрождение Орды. И сколько же времени вам понадобится на добычу такого количества алмазов? Немало, так что тебе придется держать ухо востро и обеспечить нам полную безопасность. Эти земли на данный момент в серой зоне и не принадлежат ни одной из сторон. Так точно, можете спокойно выполнять свою задачу. Вы будете в безопасности. На плечах этого монстра судьба всего мира танка, и у нас нету права на просчет в его чертежах. Потрудитесь как следует, братья, на нас вся надежда. Какие у вас планы на эти царь-бомбы, профессор? Я бы и рад их использовать, но, к сожалению, безопасное их применение попросту невозможно. В одном из недавних боев из-за подрыва мы потеряли лучшего из лучших. Так что эти бомбы придется утилизировать. А если я найду добровольца и внесу некие изменения в чертеж, вы позволите мне их использовать? Буду только рад. Может, я попросту стар для этого. Поспешите, инженеры, мне нужно больше рабочих. Фронт задач у нас просто огромен. Нам нужно успеть собрать резервы раньше заватников, иначе мы утратим превосходство. Спасибо, что согласился стать моим добровольцем. Перед началом придется тебя отключить. Вот и финальный этап. Все оборудование готово к установке. Меня предали практически все союзники, и теперь я приложу свою руку ко всем проектам. Начнем с этого монстра. Я разработаю чертеж, а ваша задача добыть нужное количество стали. За работу, Орда! Мы уничтожим всех наших врагов и завоюем весь мир танков. Лишь бы Левиафан снова не создал какого-то бракованного гиганта, инженерный талант у него равен нулю.
Начинайте демонтаж всех модулей. Мы готовы приступать. А почему он в советском окрасе? С этим камуфляжем в их землях у нас будет преимущество. Наши адские окрасы никуда не годятся, и нас видно издалека. Есть новости, товарищ профессор? КВ еще не вернулся? Никак нет. КВ не вернулся и не вернется. Мы его потеряли. Враг оказался сильнее. Тогда я отправлюсь на его спасение. Я тебе не позволю. Это верная гибель. И что же ты предлагаешь? Я хочу заминировать все дороги к заводу, но в таком случае нам не хватит взрывчатки на твой БК. Заменим твои орудия на катапульту. Каменных булыжников у нас безграничное количество. Ваша задача заминировать все дороги так, чтобы ни один враг не проскочил. Так точно, профессор. Задача будет выполнена. У меня последняя. У тебя как успехи? Я тоже пуст. Время возвращаться на завод. Чертеж проекта готов. Можешь ознакомиться. Я готов. Можем приступать. Американские истёк-ядрецы. Здесь повсюду минные поля. Придется подождать инженеров. Время проломить врагу башню. Ну вы, пацаны, вообще, ребята, к успеху шли. Не повезло вам, не фартануло. Рассредоточьтесь, все вместе мы легкая мишень. Начнем с Рогатого. Вы слышали приказ командира? Огонь на поражение по Рогатому. Они взяли тебя под прицел. Нужно скорее их обезвредить. Парни, они слишком сильны. Ваш выход. Время применить бомбы и ракеты. Вот блин, мы остались одни. Что же нам делать? Отставить панику. Ты слышал приказ сержанта. Значит, выполняй. Теперь мой черед.
Ты слышал эти выстрелы? Что это было? Это пуски ракет и бомб. Вот же черт! Как же Советы нас опередили по технологиям! Это неравный бой! Придется бросить все трофеи и бежать с поля битвы! В этот раз они оказались сильнее! Необходимо разыскать Сириуса. Подписчики за него волнуются. А как же гиганты покрупнее? Левиафан с каждым днем крепчает, и нам нужно пополнять свои ряды сверхтяжами. Всему свое время. У нас есть один интересный трофей, и тебе стоит на него взглянуть. Езжай за мной. Ну, и что ты скажешь? В переплавку или можно восстановить? Это печально. Видно, что танк был хорош, но без чертежей его не восстановить. В свое время я занимался его починкой и прокачкой, так что его чертеж имеется. Меня больше волнует вопрос ресурсов. Я не уверен, что мы осилим его ремонт. Неужто нам хватило ресурсов? Это что за металл? Латунь? Золото, товарищ профессор. Это все золото, что было на складах СССР. Однажды такая вынужденная мера уже спасала Союз, так что все в твоих руках. Золото прошло двухэтапную закалку и теперь будет держать удар лучше любой стали. Я готов увидеть результат твоих трудов. Приступайте к сборке. Почему все работы остановлены? В чем причина простоя? Отсутствие ресурсов, наш владыка. Это основная причина. Все шахты иссякли. Японская империя и Германия обеспечивали нас ресурсами, пока не предали Орду. Настало время захватить парочку шахт. Давно не было такого затишья в этих землях. Наверное, враг к чему-то готовится. Но мы же готовы к любым опасностям и дадим отпор в любом случае. А чё, так можно было, что ли? Маскировка — это основа основ в нашем деле. Как закончите окраску, ты получишь задание. Берсерк, ты отправишься в зимний биом. Регион самый богатый на ресурсы. Я пробью нам путь к советским шахтам. Положитесь на меня. Теперь главное не спалиться раньше времени, без резких движений. Обнаружен неопознанный гигант в советском окрасе. Он движется в сторону завода. Капут выдвинется ему навстречу и узнает, кто он такой. Братишка, здравствуй, давно не виделись, я тебе покушать принес. Братишка? Я тебе не братишка. Ты кто такой? Мы тебя не звали. Иди обратно. Кто я? Я твоя гибель. Ты зашел слишком близко, но дальше тебе не пройти.
У нас плохие вести. Нам нужен профессор. Что случилось, мои верные воины? Победа за нами? Обе армии понесли колоссальные потери, и всем пришлось отступить. Необходимо поторопиться, если хотим спасти товарищей и затрофеить врагов. Стоп, это слишком опасно. Наши силы ограничены. Сначала дождемся возвращения алмазного Дориана. Заберу в ад одного, но вскоре мы вернемся. Мы отхватили смачных люлей от ватников. Владыка, ты знал, что у них на вооружении ракеты и бомбы, и даже ядерка? Разумеется, знал. Как, по-твоему, мы потеряли булыжника? Тогда нам нужна собственная бомба, иначе нам конец. Ну что, парни, готовы встречать нашего супермонстра? Привет, младшие братики, скучали? Для тебя накопилось немало задач за время отсутствия. Перво-наперво нужно вытащить парней с передовой. Это наш трофей, был уничтожен ракетой «Шторм». Был еще второй, точная твоя копия, он убежал. Мы опоздали, ежа уволокли в ад, нужно эвакуировать тех, кто остался. Ух ты, похоже, эвакуацию придется отложить. Слишком уж долго нету вестей от союзников. Меня мучают сомнения, уцелел ли наш конвой. КВ-88 уже должен был вернуться. Я уверен, что все в порядке. Конвой состоял из лучших воинов. Левиафан, как и его армия, на пике мощи. Нельзя его недооценивать. Удар может быть внезапным и сокрушительным. Ух ты, какой мощный! Вот что значит советский гигант. Кто он? Ты его знаешь? Видно же, что советский монстр. Пускай едет. Стоп, ты это куда собрался? Кто ты и зачем прибыл? У меня сообщение для профессора ПЗ-35Т. Я его позову, внутрь к тебе нельзя. Профессор ПЗ-35, к вам прибыл советский гигант и просит встречи. Он настойчив. Он что, не представился? Никак нет, он попросту ломился в завод. Т-44, будь начеку, что-то здесь неладное. Кто ты, воин, и зачем прибыл? Тебе привет от Левиафана, предатель. Этот завод отныне наш. Я с демонами переговоры не веду. Т-44, загони его обратно в ад. У них что, есть гигант? Левиафан меня лихо подставил. Поздно рыпаться, демон. Сейчас ты получишь по зубам. Ну и где эти чертовы инженеры? Нас вскоре тут разберут на клочки. Не волнуйся, американцы сидят на сухом бойку и полностью отрезаны от снабжения. Им попросту не хватит снарядов, чтобы нас уничтожить. Есть добыча, комрад. 2 цельных японских гиганта. Ловко выставили мины, это их хорошенько задержит. Нужно предупредить Ратте да поскорее. Явились, не запылились. Почему так долго? Сколько можно вас ждать? Не наговаривай на парней. Пусть делают свою работу. Впереди минное поле, так что для продвижения дальше придется разминировать.
Куда и зачем мы так торопимся? Пока враг обездвижен, нужно успеть нанести им побольше урона. Отлично, моя ходовая как новая. Скоро будем выдвигаться. Тут еще очень много работы по разминированию, так что придется подождать. Вот мы и на огневой позиции. Враги прямо по курсу. Видишь их? Так точно, они как на ладони. Ремонтируются япошки и разминируют минное поле. Устроим им камнепад. Это что, камни с неба? К такому меня жизнь не готовила. Я уносу ноги.